Всем привет! В Америке появился новый супергерой. О нем даже комикс сделали. Не абы кто, а сам Владимир Зеленский. И предлагаю вашему вниманию коротенькие отрывки из этого комикса с переводом на русский язык. Возможно, именно поэтому он решил продолжить обучение на юридическом факультете Киевского национального экономического университета. Однако только потому, что он получил юридическое образование, не означает, что он хотел этим заниматься. Когда он был студентом, он активно выступал в театре. С 1997 года он являлся частью «Квартала 95». «Квартал 95» – центральное развлекательное шоу в Кривом Роге. Очень популярное телевизионное шоу. Вплоть до 2003 года выступал регулярно в этом шоу в 95-м квартале. В 2019 году, в марте 31-го, украинские выборы состояли из двух частей. Первая часть баллотировалась 39 имен. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, тогда второй тур выборов между двумя главными кандидатами состоится 21 апреля. Украинцев мучила одна мысль. Что означало бы президентство Зеленского? Он талантлив и умен, но как он будет управлять страной, если победит? При подсчете почти 90% бюллетеней потребуется второй тур голосования. И герои, как это часто бывает, происходят из самых неожиданных мест. Это история о семье из 4 братьев. И 3 из братьев, их родители и семьи стали жертвами Холокоста. Все они были расстреляны немецкими оккупантами, которые оккупировали Украину. Больше миллиона украинских евреев были убиты во время Холокоста. 4-й брат выжил после войны. Его жена сбежала во время эвакуации евреев в Казахстан, чтобы потом вернуться в Кривой Рог. Через 2 года после войны у него родился сын, а через 31 год у него родился внук. Февраль 25 2022 год. Добрый вечер всем. Лидер Давид Арахамия здесь. Глава офиса президента Андрей Ермак тоже здесь. Российская армия насчитывает около 280 тысяч человек личного состава, а объединенные вооруженные силы около 900 тысяч человек. Премьер-министр Денис Шмыгаль тоже здесь. Михаил Подоляк, советник администрации президента, тоже находится здесь. И президент тоже здесь. 2840 российских танков превосходят по численности украинские более чем в 3 раза. А расходы Украины на оборону с 2010 по 2020 год составляли 1/10 от российских. Мы защищаем нашу независимость. Вот как это будет. Слава нашим защитникам, как мужчинам, так и женщинам. Математика против Украины. Слава Украине, говорит Зеленский, герой американских комиксов. Все, ребят, всем спасибо. Всем счастливо.